А что выберете вы? Одну топовую Юра Z10 или две топовых Nivona 970? Всем привет, друзья! На связи Кофемастер Беларусь. И сегодня у нас на обзоре топовая кофемашинка. Это Юра Z10 15488 алюминий Black, то есть это в черном цвете. Я бы называл даже цвет черная дыра, потому что он так поглощает свет, даже на камере, я думаю, вы заметите, кажется, что это просто какое-то темное пятно. На самом деле, даже если посветить фонариком, он практически не отражается, он поглощает свет. В общем, интересная машинка, топовая комплектация, стоит недешево. Прям мы задались вопросом, стоит ли одна эта машина двух Nivon 970-х. В общем, сегодня делаем обзор, посмотрим технические характеристики и сравним ее с топовой Nivon 970. Готовьте кофеек и поехали! Вначале хотелось бы пробежать по дизайну машинки. Выполнена она, конечно, стильно. Материалы видно, что дорогие, классные. Алюминий черный очень на любителя. Как уже говорил, он поглощает очень сильно свет. Просто кажется, как темное какое-то пятно немножко с хромом. Я бы не сказал, что это прям видно, что это алюминий. Больше он скорее как какой-то матовый пластик выглядит. Но хрома достаточно, так скажем. В целом видно, что машинка премиальная и выглядит прям хорошо и бодро. По контейнерам. Здесь у нас 2,4 литра заявлено водички, что в принципе достаточно для такого плотного даже дня. То есть там 3-5 порций утром и вечером еще 3-5 можно закинуть, и вам этого будет хватать. Бункер зерна на 280 грамм, что тоже вполне себе, чтобы кофе не успевал там вычхаться и всегда был более-менее свежий. И также заявлено, что этого бункера на 20 порций хватает. То есть в среднем получается около 14 грамм загрузка. Сейчас хотел бы уделить внимание группе. Именно кофе у нас подается, получается, из классических импрессо усов, так называемых. То есть можно раздвигать на 2 чашечки, на одну. Все комфортненько, так скажем. Подача горячей воды здесь же в группе. И мне гораздо больше нравится, как исполнен здесь капучинатор. Это классика, подача, все по центру, так скажем. Потому что в импрессо зачастую в линейке там Джель у них 2 группы, одна кофейная, другая молочная. Я считаю, это неудобно как минимум, и не добиться такого же результата, как в тех же Nivon или Томиле. И гляньте еще какое здесь интересное заметил новшество. Это регулятор потока молока. То есть мы снимаем капучинатор. Кстати, из минусов, я бы сказал, капучинатор на одну дюзу подачи, то есть два молочных напитка одновременно вы технически не приготовите. И гляньте, что здесь есть. Вот такой интересный нажимной язычок. И нажимает его вот такой вот маленький шток шагового двигателя. Для чего это сделано? Для примера возьмем капучинатор Nivon 970 и видим здесь вот такой вот регулятор. Исполнен он поворотным таким механизмом. Здесь в диспенсере стоит привод, который его поворачивает. Здесь в Юра Z10 стоит шаговый двигатель, который выдвигает маленький шток и перекрывает тоже по надобности поток молока. Так делается это в общем и целом для регулировки температуры молока при взбивании и на выходе. В этой машине конкретно это поднятие температуры, либо базовая, так скажем, подача горячего напитка, как и в Nivon 970. В профессиональных аппаратах есть еще датчик температуры молока, что позволяет регулировать напиток на выходе. Итак, получается, что в 970 у нас выход молочный на 2 кружки может быть использован, здесь только на одну, уже минус.
Сейчас включим машинку, она промоется, посмотрим менюшку, в принципе управление. Что можно сразу отметить? Это подсветка чашек, она видна в отражении, наверняка она находится здесь под диспенсером, под дюзами прямо диспенсера. И также подсветка контейнера, обратите внимание, здесь уже схоже с 970-й, 960-й Nivon, когда подсветка есть контейнера. Не знаю, как тут по цветам, это надо все посмотреть, поразбираться, но в Nivon прям сразу она моргает разными цветами радуги, и можно в менюшке все это дело настраивать. Я думаю, в этом плане, конечно, понтов будет в любом случае у 970-й. Выбор режимов подсветки и цвета, также заставки, приготовление кофе и молочных напитков. То есть во время приготовления и можно выбирать еще и разные заставки. Если я не ошибаюсь, даже загружать свои. Сейчас мы извлечем остатки этого кофе, откроем новую пачку, загрузим сюда новое зерно и промелим минимум там 3 порции. То же самое проделаем в Nivon 970 и начнем в принципе тест напитков, а позже проведем сравнение. Для теста кофемашин я выбрал Ethiopia Ergochef от Tasty Coffee. Кстати, этот кофеек есть у нас в продаже. Выбрали мы его не случайно. Это действительно хорошее качество, без всяких реклам. Кстати, по рекламе Tasty Coffee представители тоже можете связаться. Засыпаем в машинке, прогоняем по пару чашечек и продолжаем тест. Запустили Nivon 970, сразу бросается в глаза этот большой контейнер с подсветкой, она более яркая, так скажем, чем в Jura Z10. Да и панель управления выглядит более футуристично. В принципе, дизайн мне очень нравится, конечно, у 970. Все выполнено довольно-таки так добротно. Ну и на Юрика вот посмотреть, когда они рядом стоят, она выглядит более, так скажем, сильно, так прям энергетика у нее такая серьезная. В общем, хром и черный алюминий выглядит тоже очень и очень достойно. Пробежимся по панели управления. Здесь у нас в принципе представлены напитки и листаем менюшка с напитками. Все это дело программируется. Основное меню позволяет нам в настройках поменять количество стартовых окон и количество напитков. Также при программировании отдельного напитка будет выбрана дополнительная ячейка. Да, и кстати, огромный, так скажем, отличие этой машинки — это возможность приготовления холодных напитков, то есть холодного кофе и молочных напитков. В первую очередь это, конечно, настоящие холодные напитки. Мы это тоже сварим, чуть позже посмотрим, как работает технология Cold Brew. Так, здесь у нас счетчик напитков. Смотрим, приготовлена 31 порция всего. Из них в основном это черные напитки, молочная пена. Ну, в общем-то, все, что мы сегодня натестировали, пока машинку обслуживали и перед подготовкой к обзору. По менюшке стандартные настройки, это дисплей, в принципе, что еще, Wi-Fi, ничего нового, так скажем. И вернемся к панели программирования. Удержание мы можем каждый напиток отредактировать и также создать новый. Здесь у нас будет выбор холодные напитки, либо это стандартные, температура, количество чашек, крепость, и также здесь автоматическая регулировка степени помола в кофемолке. Это означает, что у вас не регулятор ручной, а настраиваете тоже в меню программирования. Выбираем экспертный режим, и здесь у нас настройка степени помола. Меняться она будет непосредственно перед приготовлением напитка, в зависимости от того, какой вы выбираете и как он был запрограммирован заранее. Здесь же и крепость, количество и температура. Если выбираем холодный режим, конечно же, там будет температура минимальная. Программирование молочных напитков в таком же режиме. Создаем напиток, выбираем, это у нас будет холодный
либо горячие стандартные. Такие же настройки, как и с кофе, только добавлены еще настройки пены. Сколько молока горячего, сколько пены, если это у нас, допустим, как здесь латте. Ну что, давайте приступим уже к тестам напитков. Загрузили зерно. Давайте начнем с тестов уникальных напитков. Это именно у нас будет холодные cold brew, или как их правильно называть. Программируем эспрессо. Ну, в принципе, я уже программу прописал. Еще раз давайте пробежим, мало ли кому-то это будет интересно. Холодные напитки. Крепость у нас будет выбрана максимальная. Степень помола средненькую ставим. Крепость максимальную. Дальше, так, менять мы его не будем. Выбираем и готовим. Во время помола привод на кофемолке должен уменьшить степень помола. В принципе, загрузка будет на процентов 70 нового зерна с новым помолом. И дальше, гляньте, происходит магия. Кофемашина варит холодный напиток, холодный эспрессо. Конечно же, это не как в DeLonghi выполнено, где вы просто на экране вам напишут «добавьте лед» и чуть понизят температуру, но все равно заваривание классическое. Здесь применили уже инновационные технологии. Кстати, о них читал еще года 3 назад или 4, если не ошибаюсь. И вот она у нас на столе, на обзоре на собственном канале. В общем, вот так меняется время, друзья. Так, достаточно. Пробуем. Подача идет дольше, чем стандартный эспрессо. Крема некоторые есть, в принципе. Заваривание произошло. Пробуем. Температура близко к комнатной, то есть я даже не знаю, как будто бы с контейнера напрямую она вылила, сколько было, столько и налила с такой же температурой. То есть напиток действительно холодный, действительно это как остывший эспрессо, так скажем. Мне нравится. Если добавить в горячий эспрессо лед, это будет бурда какая-то. Непонятно, вот как мы делали тест Explorer. Здесь же мне этот кофе нравится, он реально как холодный эспрессо. Пробуем молочку. Готовим холодные молочные напитки. За основу возьмем стандартный рецепт. У нас здесь Flat White. Значит, выбираем Cold Brew. Так, значит, сохранить. Далее у нас крепость, степень помола. Ну, кстати, здесь стоит, давайте средненькая. Крепость средняя, чтобы не горчило. Температуры настроек просто вообще, смотрите, температура, получается, кофе, молочная пена, время подачи, температура молока, температура молочной пены. Ну, просто, конечно, настройка на настройках. Итак, сохраняем и готовим. Поехали. Итак, у нас подало двойное эспрессо, причем напиток явно горячий, без холодной экстракции. Далее подогревается пар. И начинается подача пенного молока.
Напиток получился красивый, реальный как с картинки. Пробуем. Отличный flat white. Итак, друзья, пробуем готовить холодные латте макиато. Начинается подача. Так. Интересной какой температуры. Надо, кстати, замерить на выходе. На мой взгляд, это самая обычная подача латте макиато. Пауза в 15 секунд. Любопытно исполнение рецепта. Произошла подача вспененного молока и далее идет пауза. Теперь завернула у нас заварник и начинается подача уже непосредственно кофе. Кофе как раз таки уже cold brew. Видно, что система подачи та же, заваривание, что и холодный эспрессо. Сейчас готовим стандартный рецепт, пробуем и далее еще раз сделаем подачу с замером уже температуры, чтобы примерно понимать, отличается ли подача вспененного молока по температуре со стандартным рецептом. Но здесь явно, что подали холодный кофе. Так, наш напиток готов. Выглядит он довольно-таки классно. Пробуем по температуре и, в принципе, по вкусу, что он из себя представляет. Холодный латте макиато. Холодным его не назовешь, но, в принципе, конечно, без горячего эспрессо он, так скажем, не такой горячий. Молоко, похоже, что подает стандартно. Сейчас сделаем замер для точности эксперимента. На мой взгляд, молочный напиток она подает точно так же. То есть горячее вспененное молоко в районе 55 градусов, 50-55. И, значит, эспрессо уже холодный подает. Система вот этой cold brew. Если добавить лед, то, конечно, у вас получится нормальные кофейные такие напитки со льдом. Вот. Давайте делаем замер по температуре с подачи вспененного молока. Итак, начинаем подачу холодной латте макиато. Делаем замер. Сейчас 30 и смотрим, с какой температурой будет происходить подача на протяжении, в принципе, всей подачи молока непосредственно. И сравним ее с обычным приготовлением латте макиато. Нормальная температура якобы. Если честно, я думал, будет что-то поинтереснее, типа пропускать через охладитель пара, допустим, и завихрять за счет расширения камеры. Так, 50 было, 45. 48, 49. Как я и говорил вам, стандартная подача в районе 50 градусов. Конечно, когда вы выберете горячий напиток, она зажмет канал подачи молока, тем самым накинет температуру. И здесь будет уже, наверное, под 60. 55, 58. То есть здесь просто нижняя планка стандартного взбивания молока, не более того. Для чистоты эксперимента сейчас запускаем не холодный латте макиато, стандартный. Меняем только настройку холодный напиток или горячий, без замены других параметров. 58,
60, 65, 66, 65. 65. В общем, как я и предполагал, это просто диапазон от нижней планки до верхней. От 50 до 65. Все, что выше 65, как это DeLonghi взбивают с внешними капучинаторами, начинается уже свертывание белка, и капучино априори у вас не может быть вкусным. Просто молоко меняет уже вкус. Сливочность уходит, приходит у нас горчинка. И кофе горький плюс накладывается, и вообще получается бомба напиток в DeLonghi. Так, ну что, тесты холодных напитков пройдены. Итоги будем подводить в конце. Давайте варить нормальные черные напитки и молочные на Z-ке и сравним ее с Nivona 970. Делаем тест черных напитков. Давайте эспрессо. Максимальная крепость. Стандартные настройки, все средние. Сейчас отрегулируем здесь по настройкам. Максимальная крепость. Все остальное стандартное. Поехали. Nivona приготовила. Конечно, эспрессо у нас не слабый получился. Это сколько? 50 или 55 миллилитров. Итак, оцениваем визуально. Крема. Пробуем. Эфиопия, конечно, имеет такой своеобразный привкус. Сейчас посмотрим, как это раскрывает на Юрике. 45 миллилитров стандартный напиток, я уже вижу. Кстати, выглядит поинтереснее, чем на этой Nivona сварен. Невооруженным взглядом прям видно, что здесь крема такие прям красота просто. Настройки степени помола одинаковые, средние, крепость максимальная, присмачивание среднее, но тут прям видно со старта, что гораздо интереснее рисунок. Давайте пробовать. Температура кажется чуть выше. Букет ярче. Напиток явно крепче и интересней. Однозначно у Юры здесь со старта просто гораздо лучше она сварила, чем Nivona 970. Попробуем сейчас немножко пошаманить, вручную здесь порегулировать, подкинуть температуру, подуменьшить помол и хотя бы что-то близкое такое сварить. Провели настройку двух кофемашин. Если с Юриком все было в принципе понятно предельно и она сама так нормально настроилась и начала варить, то с Nivona здесь пришлось в каком-то ручном управлении все это дело переваривать, перенастраивать, в общем найти необходимую степень помола вручную, температуру поднять, в общем сделать некоторые тесты, сохранили стандартный рецепт, и у нас получилось что? Максимальная крепость, средний уровень присмачивания, температура выше средней, 40 мл. Это будет как бы ближе, как можно ближе к тому, что нам сварила Юра за 10. Сейчас сварим давайте на Nivona и следом на Юрике. Я думаю, что мы приблизились, но тут как-то на первый взгляд без шансов. Смотрим. Так, 40 миллилитров. Специально взяли прозрачные стаканчики с двойным стеклом,
чтобы вам было видно непосредственно, что там происходит. Вот так выглядит напиток. Крема. Ну, я бы не сказал, что они супер светлые, но и не такие уж и темные. Пенка кремообразная, но зернистость есть некоторая. Пробуем. Ну, вот это ближе к правде. Чашка уже такая раскрытая, насыщенная получилась. Рогачев имеет такой интересный привкус, своеобразный, так скажем, это Эфиопия. В общем, она раскрылась неплохо, и кофе, ну, я бы сказал, после Юры как-то средненько. Вот, давайте сразу, не отходя, как говорится, от кассы. Стандартный рецепт: эспрессо 40 мл, максимальная крепость, средняя степень помола, средняя температура выставлена. Машинка к эспрессо всегда готовится, это последнего поколения Юрики. Они делают какое-то заполнение, что-то сливают. И, собственно, это только на рецепте эспрессо. По другим напиткам она вот эту подготовку не делает. Я думаю, тоже неспроста, есть свои какие-то прикольчики, так скажем. Вообще, побыв день с этой машиной, в нее как бы все больше и больше влюбляешься, я бы так это назвал. У нее очень серьезный дизайн. Если сразу хотелось чего-то такого вот, как у него на 970, что-то такого яркого, веселенького. Да, и слышите, как работает насос вибрационный. Подача идет только на эспрессо, такое заваривание происходит. И это немаловажно. Экстракция происходит в этот момент. В совокупности всех вот этих факторов кофемолка, ну, от начала вот помол зерна, кофемолка, заварное устройство, кремоклапан, подача. В общем, все это играет, конечно, большую роль. Итак, напиток готов. Гляньте, как он выглядит. Здесь 45 мл, чуть-чуть больше, чем с Ореланом Неоном. По кремам что-то уже похожее получилось, потому что изначально, как мы настраивали, здесь вообще другой рисунок был. Сейчас же уже что-то похожее, но все так более, не знаю, плавно, кремообразно. В общем, давайте пробовать, что говорить. Несмотря на то, что температура выставлена средняя, она явно чуть больше, чем у нас выше средней на Неона выставлена. Эфиопия раскрыта в полной мере, я бы это так назвал. По крепости 9 из 10, по раскрытию 9 из 10. Невона я бы семерочки поставил на все. В общем, этот напиток явно лучше сварен, раскрыт лучше, крепость лучше на максималке. Готовим молочный. Так, готовим молочный напиток. Возьмем стандартный рецепт. Единственная крепость я бы все-таки средненькую поставил. В остальном это будет у нас стандартный базовый рецепт и на одной, и на второй машине. Итак, Юра у нас подает молоко. И, я так понимаю, за ней будет кофе, что не совсем корректно. Вопрос, можно ли поменять очередность? Сейчас сварит этот напиток, попробуем в настройках рецептов поменять очередность кофе и подачи молочных молока. И в одной, и во второй машине температура молочных напитков вам будет за глаза однозначно, потому что здесь уже технологии подогрева молока зажимают этот канальчик, это явно будет все влиять на температуру молока на выходе. Больше и не надо будет, так скажем. Напиток готов. Разделение, кстати, красивое. Пробуем. Я бы его назвал очень горячим.
явно на выходе он в районе 60 градусов. Дайте я замерю. У меня как раз под рукой еще наш термометр. Так, 60 градусов. Готовим на Nivona. Программируем молочный напиток. Возьмем за основу среднюю крепость, постоянную. Будет горячо. Ну, в принципе, все стандартно. Единственное, я понижаю немножко крепость. Слышим звук работы привода в районе диспенсера. Это вам не кажется. Здесь на самом деле стоит моторчик наподобие такого, как Barista TS опускает, поднимает шторки, переключает, и в варианте опускает шторку. Здесь аналогичный привод, который, слышно вот его работа, он поворачивает заслонку подачи молока, тем самым регулирует температуру, может ее сделать, так скажем, теплее, горячее. Хватило с трудом. Итак, наш напиток готов. Смотрим. Сливочность немножко как будто бы даже поинтереснее. Кстати, здесь подача из 2 дюз, как вы заметили. И это плюс этой машинки Nivona, в отличие от Z-ки, что можно готовить 2 молочных напитка одновременно. Ну и плюс подача немножко, так скажем, аккуратнее будет происходить, нежели из одной дюзы. Так, пробуем. Напиток хороший, вкусный, то есть оба напитка на уровне, но здесь базовая температура в средних настройках явно ниже. Замеряем итогового напитка. 53. Там было 59-60, здесь 53. И стремительно снижается. В принципе, этого достаточно. Можно также повысить ее. То есть диапазон рабочий у них будет плюс-минус одинаковый. Юрик явно может горячее сделать, если это для кого-то важно. Так, с молочкой в принципе все. Что хотелось бы сказать в конце, друзья. Обе машины, конечно, супер. Футуристичный дизайн Nivona 9 и очень такой строгий, сдержанный, деловой дизайн Z-ки. Свои плюсы и минусы. Допустим, Nivona это веселенькая в плане и управления, и дизайна, такая футуристичная машинка. А Юра умеет, конечно, сохранить вот эту вот серьезность и черный алюминий. В общем, проведя день с этой машинкой, она мне очень понравилась. Ее серьезность прям излучает, вот эта вот надежность, серьезность. Машинка, конечно, супер. Фишечки в плане холодного молока, точнее холодных напитков, здесь в полном исполнении это эспрессо холодный. Действительно, никакая другая машина вам не сварит такой холодный напиток. В DeLonghi Eletta Explorer они охлаждают больше тем, что добавляется лед, банально закидываете просто лед. И не сильно он без льда там сказать, что холоднее. По управлению мне однозначно больше нравится 9. По стоимости, как уже в начале видео рассказывал, что ровно в 2 раза дешевле, чем Z-ка, наша Nivona. Но и, конечно же, по качеству Юрик впереди. Не сказать, что в 2 раза лучше, но на порядок выше, на голову. Что еще хотелось бы сказать? Внимание к элементам. Банально, посмотрите, как исполнена ручка
и крепление контейнера воды, магниты, изгибы, настройки. Конечно, не как в Гига, когда открываются воздуховоды, но тем не менее. Стоит ли она своих денег? Я про Юру Z10. В среднем у нас получается в Беларуси она около 10 тысяч белорусских рублей. И Nivona 970 около 5 тысяч. То есть ровно в 2 раза она дороже, чем Nivona 970, которой в принципе все за глаза. И футуристичный дизайн, подсветка, удобное управление, хороший кофе. Но посмотрите на этого Юрика. Это просто такое больше, чем кофемашина. Здесь и сдержанный такой дизайн. Он вряд ли устареет быстро. Он уже старый, можно сказать. Это черный алюминий. Эти крепления, только крепление контейнера воды. Ну просто шедевр. Вот, по напиткам действительно мне зашел эспрессо. Он реально лучше раскрыт. Как я не пытался на девятке что-то там подкрутить, подергать, у меня не получилось так сварить, как Юрик сварил. По холодным напиткам действительно Cold Brew, холодный эспрессо удивил. Он реально как будто бы сварился, постоял, остыл. Ну, можно так это назвать. Я думаю, что вкус будет примерно одинаковый. Причем подача идет сразу же прямая. По холодным напиткам ничего удивительного. По молочке они вообще мне плюс-минус одинаковые напитки сварили. А по поводу температуры Юрик гораздо может выше подать. Немаловажный момент, который мы как-то упустили в процессе съемки видео, это, конечно, устройство, надежность и обслуживание, как эти аппараты обслуживаются. В принципе, для вас, как для пользователя, обывателя, это может показаться плюсом и минусом. В подборке премиальных кофемашин мы как раз эту тему и поднимали. У Юра Impressa классически встроенное заварное устройство. Оно, я считаю, вообще гениальное и очень надежное. Конечно, современное производство, где-то могут быть какие-то нюансы, но тем не менее, с конца 90-х это прям один из лучших заварников, просто который бывает. Но он встроенный, он внутри кофемашины. Вы не можете его самостоятельно снять, промыть и заменить какие-то резинки. Тут это только сервисная история. Просто вот надо мастерская и не просто телерадиомонтер, который первый раз ее увидел и сейчас вам тут наломает дров, а именно какой-то сервис с опытом и квалификацией. По Nivona же съемное заварное устройство, система дренажника, которая уже не один год, так скажем. Здесь вы можете самостоятельно снять заварное устройство, а точнее вам это придется делать, иначе все обрастет грязью, мусором, кофейной вот этой вот сырой чачей, в которой выйдутся личинки и вся вот эта вот история. Вам придется просто его разбирать и мыть. Я не говорю, что здесь не будет забиваться, но раз в 3 года вы приводите в сервис, все разбираем, чистим, моем, и все у вас будет хорошо. Та грязь, которая в основном в этих машинах появляется, она в доступе за вот этим поддончиком. Вы видите, низ заварника, дренажный клапан, вокруг него может быть какая-то грязь. Вы ее самостоятельно в течение этих 3 лет убираете. И, кстати, про Nivona раз в 3 года также необходимо ее разбирать и чистить в сервисе. Это значит, что привод выворачивается, вся грязь вымывается, которая недоступна за заварником в районе дренажного клапана. И, собственно, это то же самое сервисная история. Раз в 3-5 лет, что одну, что вторую машину придется возить в сервис. Складывается некоторое ощущение, что у меня еще много информации, которую я должен вам донести. Если честно, у нас уже время ограничено, я не ожидал, что так растянется это видео у нас на целый день практически со всеми тестами, настройками. У вас же это, конечно, будет там получасовой видосик наверняка. Вот. Но тем не менее. В общем, самые важные моменты я пробежал. Все, что здесь не затронул, у вас есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. Либо подписывайтесь на наши соцсети. Это Instagram, TikTok, Telegram, Кофе 1 Мастер. И задавайте там эти вопросы. В Instagram Директ я вообще круглые сутки отвечаю. В TikTok могу вас, конечно, потерять в этой ленте бесконечной сообщений. А вот в Instagram Директ все прям четко каждому обязательно отвечу. Это был Кофемастер Беларусь. Всем пока!